Всем привет! Сегодня хочу выполнить коррекцию своих ногтей полигелем. Вот так я отходила 3 недели с наращиванием без опила. Безымянные большой сломаны, так как там было мало полигеля. На безымянном ноготке неправильно подобрана форма. В видео, где я наращивала, я об этом говорила. Сегодня поработаю над ошибками. Снимаю примерно 70% материала фрезой кукурузка с синей насечкой. На сломанных ногтях практически весь материал нужно убрать, чтобы заново их нарастить. Вот я сняла основную часть материала. Сметаю пыль и дорабатываю пилочкой 100 на 180 грит. Сначала опиливаю форму, запиливаю поверхность. Все это я делаю пилочкой на 100 грит. Параллельно ноготку прикладываю пилочку и мягкой стороной прохожусь в зоне кутикулы, чтобы не повредить ноготок и кожу. Поехали дальше. Подвигаю кутикулу пушером. Беру пламя с синей насечкой. Пламя с красной насечкой полирует ноготь, а нам нужно приподнять чешуйки, чтобы было хорошее сцепление с искусственным материалом. Так что при наращивании и коррекции лучше подходит пламя с синей насечкой. Прохожусь в зоне кутикулы, синусах и боковых пазухах. Повторяю то же движение в другую сторону. Обезжириваю дегидратором и прохожусь праймером. Девчонки, праймер работает только на натуральном ногте, так что нет смысла промазывать весь ноготок. Через 3-4 минуты, когда праймер хорошо просохнет, прокрашиваю все ноготки базой для гель-лака. Только там, где натуральный ноготь. Примеряю форму на безымянный, его я наращиваю заново, исправляю ошибки. В прошлый раз я взяла форму меньше размера ногтя, нанесла тонкий слой материала. Теперь беру форму больше, так как лучше потом спилить лишнее. И если видно, то посередине формы пустота. Вот эта вся пустота должна быть заполнена материалом. Не прижимаю форму к ногтю, а прикладываю ровно, чтобы создать толщину. Поехали!
Распределяю кисточкой материал, смачиваю кисть в спирте, промакивая об салфетку. Сразу создаю нужную длину и форму. Приклеиваю. Сильно близко к кутикуле не подъезжаю, чтобы потом аккуратно опилить в зоне кутикулы. Проверяю бока и распределяю материал снизу. Отправляю в лампу на 60 секунд. Для того, чтобы выполнить коррекцию ногтя, выдавливаю шарик поменьше. Распределяю, создавая архитектуру. Формирую апекс. Сушу в лампе 60 секунд. Снимаю липкий слой. Опиливаю сначала фрезой, той, что для снятия гель-лака. Опиливаю сначала сверху вниз, как при снятии материала, а потом как трубочку, справа налево. Далее опиливаю пилочкой 100 на 180, довожу до идеала, проверяю боковые грани, чтобы не было ступеньки. Пламенем синей насечкой прохожусь еще раз в зоне кутикулы.
Переключаю аппарат и выполняю то же действие в другую сторону. Выпиливаю толщину снизу, сначала той же фрезой кукурузка для снятия гель-лака. Теперь беру фрезу потоньше, тоже твердосплав, и дочищаю ногти с обратной стороны. Там, где есть натуральный ноготь, спиливаю его, чтобы ногти с обратной стороны были одинаковые. Повторяю то же действие в другую сторону. Толщина в торце должна быть не больше толщины пластиковой карты. Полирую ногти, сглаживая царапины от жесткой пилки. Еще раз обезжириваю. Для того, чтобы обезопасить себя от отслоек, прохожусь базой, тонким слоем в зоне кутикулы. Сушу 60 секунд. Покрываю топом ноготки без дизайна. Они останутся в таком виде. Переворачиваю ручку, чтобы топ растекся, и в лампу. Для того, чтобы выполнить дизайн, мне нужно покрыть ноготок полупрозрачно белым. Этот белый нуб насыщенный, он очень хорошо подходит для френча или для прорисовок, но мне сейчас нужно сделать его полупрозрачным. Это нужно для того, чтобы он смотрелся естественно и не сильно выделялся на фоне остальных ногтей. Мешаю белый с базой, и получается кавер-база, белая полупрозрачная. Покрываю вторым слоем. И тут что-то пошло не так. Белый лак начинает затекать.
Вытираю апельсиновой палочкой и сразу в лампу. После просушки убираю затекший гель-лак щипчиками и докрашиваю тонкой кистью. Сушу 30 секунд. Снимаю липкий слой и слегка прохожусь бафом, чтобы снять глянец, так как я заметила, что акварельные капли растекаются лучше по забафленной поверхности. Макаю тонкую кисть в розовый цвет и намечаю контур. Капли очень насыщенные, так что важно не переборщить, а совсем чуть-чуть прокрасить основные элементы. Это голова фламинго, крыло и хвост. Дальше вымываю кисть в спирте и мокрой кистью делаю растушевку. Акварельные капли сохнут на воздухе, в лампе сушить их не нужно. Беру черный гель-лак и прорисовываю клюв, лапы и глаз. Сушу в лампе. Черной гель-краской прорисовываю мелкие элементы. Как по мне, фламинго получился очень яркий. Хочу его немножечко осветлить. Белым полупрозрачным гель-лаком осветляю спинку и сушу в лампе. Покрываю топом. На всю коррекцию с дизайном я потратила 1,5 часа. Позже я выполнила тот же дизайн, но на основном цвете. Пишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, нажмите один раз на звоночек, и вы всегда будете получать оповещения, как только выходит мое новое видео. Всем спасибо за просмотр. С вами была Ирина Брилева.